Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Йога-терапия и здоровье с Ларисой Буркиной. И сегодня я расскажу вам, как приготовить очень полезный для здоровья чай из специй. Это чай йогов. Так как я много лет преподаю йогу, я очень много раз готовила этот чай и избавлялась от различных заболеваний. Сейчас я вам расскажу. Чай готовится из специй и берется здесь 5 видов специй. Посмотрите, это гвоздика, палочка корицы, имбирь, высушенный корень имбиря, перец горошком черный и кардамон вот в таких зернышках, коробочках. Все специи берутся в твердом виде. Все специи очень полезны, каждая специя оказывает огромное различное влияние, полезное на ваш организм. И всю эту пользу я в ссылочке дам в конце видео, смотрите, пожалуйста. А сейчас просто расскажу, как его готовить, и скажу общую пользу этого чая. Но если в двух словах, то этот чай, применяется для обеззараживания организма от различных бактерий, микробов, от простуды. Он согревает изнутри человека, потому что он не будет острый, он не будет горький, он будет приятный, согревающий вкус иметь. Корица, например, убирает сахар из крови, это для диабетиков очень полезно. Имбирь лечит и от аллергии, и для похудения используется. И, в общем, пользу каждой специи я дам в описании в конце. Чистит чай кровь, очень хорошо зимой его пить во время простуды. Не только во время простуды, но и если отравление произошло, он выводит различную слизь, останавливает насморк. Если у вас сильный насморк, немедленно заварите 2 литра этого чая и выпейте его в течение суток. Насморк пройдет. Причем насморк может быть как аллергический, так и простудный, в общем, любой, неврологический, любые выделения, либо кашель, который уже с мокротой. И для похудения тоже этот чай очень хорошо, убирает лишний жир, не дает людям поправляться. Итак, непосредственно как приготовить этот чай. Вначале не нужно делать слишком большую концентрацию, так как если вы никогда не пили чай из специй, сделайте небольшую концентрацию на литр воды. Мы сейчас положим по 5 штук каждой специи. Например, 5 штук гвоздики, на глаз. Потом можно больше делать. 5 штук перца или по щепотке. Вот эти коробочки кардамона, 5 штук тоже, их нужно вот так раздавить, чтобы, соответственно, вот эти зернышки выскакивали. Так, вот 5 тоже коробочек, потому что будет все кипятиться, и не обязательно чистить и выбрасывать шелуху. Все равно все это будет отфильтровываться. Имбирь, положить корень имбиря, можно один, можно побольше. И палочку корицы, возьмем побольше, привозим. Заливаем, я залила кипяток, где-то литр воды. И ставим на печку, на огонь. Можно не закрывать крышкой. Ну вот, друзья, смотрите, чай наш кипятится. Он приобрел уже такой приятный оттенок бежевый. Кипятиться он должен минут 30. Если у вас нет времени, то хотя бы 15 минут. Так как все ингредиенты твердые, он должен прокипеть. Можно делать чай из порошков, порошок корицы, порошок кардамона, все это существует, но тогда его надо будет процеживать, и тогда можно его долго не кипятить, но я такой чай не люблю и никогда не делаю, я делаю только из твердых ингредиентов. Итак, 30 минут он прокипит, после этого выключаете и непосредственно наливаете в чашку, и дальше я расскажу, с чем его можно и как пить.
Но когда он настоится, он будет еще более насыщенного коричневого цвета. Чем больше ингредиентов вы положите, тем более темный чай получится. Ингредиенты увеличивайте постепенно. Например, сначала попробуйте немножко, потом, если вам понравится, все больше и больше. Ну вот, друзья, наш чай готов. Он прокипел 30 минут, стал вот такого приятного коричневого цвета. И сейчас я его налью. Его не нужно даже отцеживать, потому что все крупные ингредиенты внизу. Вот таким, вот такой, вот так он выглядит. Чем дольше он настоится, тем он будет полезнее и более темный. Можно настаивать его несколько часов, от 30 минут до 2 часов и даже до 8 часов. Тогда будут самые полезные свойства в нем сохраняться. Итак, как принимать этот чай? Ну, во-первых, его можно принимать всем людям, независимо от возраста, независимо от худой человек или средний или полный, то есть независимо от конституции, потому что от конституции зависит, какую пищу мы должны принимать. Это я вам расскажу в следующих видео. Этот чай полезен абсолютно всем. Если у человека язва желудка, гастрит, повышенная кислотность, то тоже можно его пить. Не в таких больших количествах, не делать очень сильную концентрацию, можно добавить туда молоко. Вот посмотрите, чай с молоком, тогда он будет мягче. Он не горький, повторяю, не очень острый. Этот чай просто приятный на вкус, приятно разогревает внутри. И еще мед. Можно мед без молока положить, можно молоко и мед. Чайную ложечку меда на стакан. Значит, что делает мед? Обращаю ваше внимание, что мед – это уникальный продукт, который очень полезен нашему организму, и он увеличивает эффективность всех полезных веществ, всех вот этих специй, которые здесь находятся. То есть все, что питательного есть в специях, мед начинает усиливать и как катализатор действует на них и проталкивает эти полезные вещества в клетки гораздо интенсивнее. Но нельзя мед класть в кипяток. Чай должен остыть до состояния комнатной температуры, ну или горячей температуры, которую вы можете спокойно проглотить, не обжигаясь. Тогда вы можете туда класть мед. Если вы положите в кипяток или будете готовить с медом, варить, запекать, мед сразу же превращается в яд. Он выделяет ядовитые вещества. Этого делать нельзя. Молоко тоже холодное можно лить, только если очень горячий чай. Если у вас остыл чай и молоко в холодильнике, тогда нужно продукт подогреть в микроволновке. Нельзя ничего пить холодного. Для лечения, для эффективности этого напитка употреблять его в теплом виде. Ну и вот так он будет выглядеть с молоком. Так что приятного аппетита. Я буду ссылочку оставлять внизу. Читайте, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Если вы попробовали, излечились, например, от насморка, то пишите отзывы, пишите мне в ответ, и я буду все читать, смотреть, и все люди будут перенимать ваш опыт. Ну, до свидания, пока.